Приветствую зрителей нашего канала. Не так давно я делал видео с сгоревшим чарджером на китайском электромобиле Leapmotor, что в переводе означает «прыгающий автомобиль». В том случае пришлось заказывать новый чарджер из Китая. А сейчас расскажу про Weltmeister, что в переводе означает «чемпион мира». Но перед просмотром видео хочу поблагодарить спонсоров канала. Спасибо вам большое за поддержку. Ваша поддержка мотивирует меня на новые ролики с ремонтом электромобилей и гибридных автомобилей. Спасибо вам большое. Автомобиль к нам попал после того, как на медленной зарядке под капотом что-то пыхнуло. И пошел дым. А как известно, когда выходит белый дым, то что-то обязательно выходит из строя. И вопрос только, насколько дорогой белый дым был. Сняли защиту с Weltmeister. И вот можно увидеть, что здесь вот в саже. Здесь стоит пластиковый пыльник. И в принципе он защищает от прямых брызг, но вода все равно попадает. И здесь что-то вот взорвалось. И с этой стороны, так, сейчас снять патрубки надо, и там вон видно, как что-то оттуда вылетело. Опять белый дым. Вот не спас человек белый дым, и опять у него чарджер вышел из строя. И вот через сапун тоже видно, что белый дым выходил. Все-таки негерметичность дала о себе знать. В общем, снимем сейчас чарджер, вскроем, посмотрим, есть ли смысл его ремонтировать. Или же сразу заказывать другой и менять. Да, гаечка, конечно, немножко развалилась. Чуть-чуть сгорело. Что-то пошло здесь не так. Надо где-то короче, брать, провод менять тоже надо, походу. Это портал, да? Это да, с порта портал. зарядка. Так, где управляющий, вот это, да? Да, это управляющий, это вход и вот выход. Хорошо, он здесь стоит в легком доступе, поэтому снимается несложно. Як з лісу полоскатувало. Ух, какой запах. Вонюченько. Так. Так, в общем, сейчас скроем. Даже интересно, что же там такое. Ролик можешь назвать «Люблю запах паленой Резины. по утрам». Интересная реализация. Китайцы вышли из положения провода. Замазали Надо сразу герметиком. этот кабель снимать. Да, провод в любом случае снимать. Если будем его перепаковывать или менять, то в любом случае его нужно будет снять. А это идет вместе с зарядным портом. Возможно, где-то сверху есть разъем, а возможно, он идет через весь автомобиль назад. Вот это будет весело. И походу он еще идет над батареей. А теперь... Так, ну это сажа. А интересно, что все-таки взорвалось? И может быть его даже менять не надо будет? Вот отгорело, видишь? Да. Как замыкание было у нас здесь. Перегорелось. Так, отгорел здесь провод. Кстати, оплата очень-очень-очень напоминает хондовскую плату. Нет, она чуть-чуть другая. Так, в общем, сейчас нужно будет его вскрыть и посмотреть, что снизу. И непонятно, почему оно взорвалось. Так, и что у нас тут? Все в саде. Тут сажа-то понятно. Кстати, он очень похож на хондовский. Коза была. В принципе, если где-то взять кусок этого провода продвинуть, с той стороны. Получается, он коротнул где-то на корпус.
Ну не факт, что не повредился. Ну, если здесь коротнуло, то вряд ли там. Это ж вход. Ну да. На входе коротнуло. Проверить, конечно, надо ее. Но не исключено, что он живой будет. Похоже на... Я просто дві Хонди, я думаю, що це з другої Хонди, типа, ну, А не. Чуть-чуть похожи, но отличаются. Хто собі так накоптив? Що так коптило? Здесь короткое замыкание было на входе. Поэтому на выходе, может быть, все здесь будет хорошо. Надо ее отмыть и проверить. И по факту нужно менять И разъем. Вот этот и разъем, кусок. да. Кстати, забыл сказать, это у нас Charger с Honda ENS1. Прошло почти 1,5 месяца, пока пришел нужный разъем. Но уже пришел, и мы сейчас его установили на сам чарджер. И сейчас подсоединим на эти провода и подкинем, посмотрим, не ошиблись ли мы, все ли у нас правильно работает. Установили предохранитель новый, установили батарею, и сейчас будем проверять, будет ли она заряжаться или нет. И, кстати говоря, этот чарджер находится внизу, но по большому счету ее спокойно можно перевести вверх и как минимум поднять один высоковольтный модуль наверх, подальше от воды. Кроме замыкания проводки в чарджере, сгорел еще и предохранитель в батарее. К сожалению, видеоматериал не сохранился, поэтому не смогу добавить в ролик. Такой предохранитель стоит в батарее. Это Eaton Bushman серия. 700 вольт переменки, 500 вольт постоянки. Так, подключили диагностику и сейчас посмотрим, что у нас здесь за ошибки. Ошибок много. И, наверное, сначала надо все их удалить и посмотреть, что останется. Onboard charger. Ошибка. Ошибка в памяти. Но ошибка по чарджеру появляется, когда подключен зарядный пистолет. В общем, сейчас поудаляем все ошибки. Ну, зачем нам Мультимедіа всякого. передняя камера и мультимедиа? Она мне не нужна. Чому надо ті вилазити, я помню. Да и пусть лазит. Ладно, попробуй, запускается она. Ну, рейді заходимо. Ready заходит? Так, Ready заходит. В принципе, он у нас и заходил, и ехал, и даже без чарджера. А теперь нужно попробовать, заряжается автомобиль или нет. Подключили зарядку на Волтмейстер. Ну що ж, після заміни запобіжника у нас тепер автомобіль приймає заряд і заряджається. Автомобиль у нас заряжается, и какой ток у нас берет? 11,6 ампер. Пока чарджер стоит здесь и без охлаждения, но будем смотреть, как его ставить. На место родное поставим или поднимем его наверх. К сожалению, не получилось установить чарджер сверху, потому что стоит лоток, и он упирается в него. Поэтому вернули его в исходное оригинальное положение. Поставили теперь на другую зарядку. Та у нас ограничена 12 амперами. Это может давать 28-30 ампер. Вот она сейчас заряжает 28 амперами. И проверим, чтобы у нас не было проблемы с охлаждением. Не уйдет ли антифриз. Кстати, вот эта ручка здесь поломана. Вот так вот она застряла. Застряла в открытом положении. И проверим уровень антифриза. И тогда можно будет выпускать автомобиль. Еще один волтмейстер к нам попал. Владелец сказал, что ему уже ремонтировали редуктор. Но видно не очень качественно. И он опять зашумел. Но, как оказалось, проблема была не в редукторе, а в подшипнике ступицы. Пробег на автомобиле 74-199 километров. И первое, что хотел сказать, это когда садишься за руль и включаешь передачи, это вот этот вот джойстик, то вот эти кромки начинают резать руку. Если рука не жестко взялся, а проскользила, то можно порезаться, потому что кромки достаточно острые. А конкретно этот автомобиль к нам попал в работу с тем, что здесь очень сильно идет шум. И уже посмотрели на подъемнике, здесь очень сильно шумит передний левый подшипник ступицы. Владелец говорит, что он уже ремонтировал здесь редуктор, не знаю на каком пробеге, и больше в принципе ничего на автомобиле не делал. С одной стороны, за 74 тысячи ничего не делания заменить подшипники ступицы, это очень хорошо. Ну ладно, скажем, не так уж и плохо. Но вот эти вот моменты, вот как вот эта острая часть, портит всю картину. Лучше бы они уже не делали здесь хромированное покрытие, а оставили это голым пластиком.
либо уже какую-то металлическую сделали, или как-то. Но вот эти китайский хром этот, конечно, оставляет желать лучшего. В общем, сейчас будем загонять, так как мы не знаем, какой здесь подшипник ступицы по размеру. Здесь не подшипник в сборе, а просто отдельный подшипник. Вернее, здесь не ступица в сборе, а отдельный подшипник. Мы не знаем, какой здесь, но будем снимать и подбирать сюда другой подшипник. И всего лишь навсего плохое качество пыльника, и из-за этого вода попадала в подшипники, и они поржавели. Вот так вот. Вот такой вот маленький нюансик, и все. С другой стороны, выкрашиваний на шариках не наблюдается, и владелец автомобиля решил поменять сразу и второй. Поэтому, как если первый вышел из строя, то сразу поменять и второй. И как оказалось, что подшипники здесь, в принципе, есть в наличии. Они размерами идут 45 на 45 на 85 миллиметров. И ценовой диапазон на них от 500 гривен до 2 с лишним тысяч гривен. Но мы взяли за 2000 гривен подшипнички и их установим и протестируем, посмотрим, что как. И еще, что мне не очень понравилось, что датчики АБС сильно позакисали. И они считывают не с магнитного кольца подшипника, потому что иначе подшипник бы стоил бы еще дороже, а с импульсного колеса на наружной гранате. И они сильно закисают, и была вероятность при демонтаже повредить их. Но не знаю, физически они остались целые, как они будут потом при работе, это будет потом ясно. В общем, сейчас выпрессуем второй подшипник, дождемся, когда придут подшипники, установим их и соберем автомобиль. Но как оказалось, что правый подшипник еще был в хорошем состоянии. В нем нету коррозии, в отличие от этого. Это у нас левый, это правый. Обычно правый выходит из строя, а в данном случае вышел левый. Но, в общем, уже из-за того, что разобрали, обратно собирать его не будем. Поменяем его, как попросил владелец. И все, потому как по левой стороне шума, вернее, по правой стороне шума абсолютно никакого не было. Но решение владельца — это закон. И поменяем, и поставим. И обязательно проедемся, посмотрим, как она себя будет вести. Установили новые подшипники. Они здесь подходят с какой-то Toyota Lexus, с теми размерами, которые я уже раньше говорил. И теперь сейчас ставим колеса и сделаем тестовый выезд.